Мы настроились. Да, Я хорошо. так считаю, настроились. На какую тему поговорим? На тему. Давай. 23-го концерт у нас ноября. Это Илья Петровский в Липках выступает. Да. Это наш... Да я даже не знаю, как его назвать-то. Ну ты вот... Самобытный парень, который талантливый. Талантливый. Да, талантливый. Вот, который и концерты собирает, люди его любят. Любит. Любят, да. Это чем обусловлено? А значит, что-то он доносит вот своим теплом, у него что-то внутри. Ведь можно петь, и зал будет спать. Будет напряжен, просто слушает, ну похлопают, а тут танцуют, тут как бы людям нравится. А я думал, этот артист оценится, сколько билет стоит. Нет, он же, вот, насколько я понимаю, вот, ну я из видео, конечно, потому что я в Киреевске уже давно как бы... Ну вот почему мы замутили он же, прямую да, трансляцию. Он же и бесплатный, вот насколько я понимаю, бесплатно вот для Октябрьского сделал, для родного города, для своих односельчан. Нет, это поселок, в Поселок. котором он родился, Да. жил и живет. Да, и подарил вот такой праздник людям, потому что сейчас же как бы безденежье. И он подарил, и люди пришли, хорошо, платно, в город Киреевск. Два концерта. Два концерта Но я не подряд. снимал его. Да не важно. Главное то, что он два концерта битом собрал. То есть И полный платно. зал Да, и платно. и платно. Это же о чем-то говорит, значит его любят, значит он доносит. Вот давай вернемся там, в 90-е, когда появился «Ласковый май», например. Ну это где-то 80. Ну да, ну хорошо. Там, 7-й, 86-й. 87-й. Ну казалось бы, тоже ни о чем. А народ как воспринял? 22 года еще поют. Да. Где 32 года и поют. Да. Также и Илья, это его жизнь, это музыка. Он начинает уже гастролировать. О чем я, допустим, тут, допустим, моим друзьям, музыкантам говорю. Это надо делать в рамках хотя бы области. И этого есть возможность сейчас по дворцам, по клубам ездить, выступать. Ну, Не только в Москве, не только в Москве. Не, и звезды ездят, такие вот наши российские. «Синяя птица», наверное, была в Бородинском. Да тут они сейчас все ездят, потому что они сейчас, ну, скажем так, не удел с точки зрения публичности на Первом канале. Потому что сейчас другая музыка, другие, а люди все равно хотят этой музыки. Даже молодежь подпевает. Я вижу, допустим, концерты. Их Какие? даже молодежь. Ну, вот «Синяя птица», «Цветы», вот им там 40 лет, вот, они концерт, допустим, вот недавно выставляли. Опять же, сколько народу и молодежи подпевают, знают песни. Ну, это может быть та цифровая еще была, или аналоговая музыка. Ну, какая разница? На пластинках, кассеты, на магнитофонах. Нет, почему? Там уже взрослые люди, слышно по голосам, что уже немножко по-другому поют. Если, допустим, в советское время они пели, ну, где-то их там, может быть, прижимали более лирично, более тонко, более утонченно, плюс еще голоса там, молодежь. Что им там было по 18 лет, допустим, 18-20 лет в эстраде создавались уже кумиры наши. Им было по 18-20 лет. А сейчас им там, не будем говорить, ну много, взрослые уже люди, и также поют, но более уже взрослыми голосами, более осознанно. И много народу. Так, мы Илью Петровского разобрали или как? Илья Петровский. Ну, в принципе, наверное, да, вот у него 23-го, я надеюсь, в Липках, да, у нас у него? Да, да. Я надеюсь, что в Липках его, ну, он уже выступал там, по-моему, да, в Липках у нас? Он выступал Ну, как на концертах только так. Ну, Я да, тоже не снимал его. Не, ну в сборниках, да? Да. Вот, я думаю, что его примут, ему можно вообще по области, и вообще бы, вот единственное, там может быть какая проблема быть с точки зрения филармонии, стал бы он программу, попробовал бы, филармонию, статус. То есть поднял. Да. Вот в свое время тоже же была речь, допустим, вот, о группе Виза даже, да? Тоже же предлагали же мы, допустим, сами себе сдать программу.
Тем более это были свои песни. Уже не надо там авторские права там нарушать, ничего. И от филармонии ездить. Я думаю, что А что же у вас не получилось тогда? ну, большая была идея больше, наверное, на Москву. Молодо, может, были как бы Москва, как бы центр вселенной. Она и сейчас осталась. Да, а по факту все вот эти группы, все, как оказывается, многие группы Советского Союза с Тула выходили. От филармонии Тульской работы. Красные маки это? Красные маки, Барыкин одно время там работал от Тульской филармонии. Может быть, они не находились как Не, ну база? там, как, я не знаю. Я читал, конечно, это в те времена. Там какой-то конфликт у него был в Москве. Почему он сюда перешел? Нет, он, может, и был конфликт, но опять же, опять же из Тула вышли, получается. Ну да, Поднялись Разович, опять, Барыгин, да, опять туда же поднялись. это Хотя что, он... карнавал, да? Да. Это я что-то не Карнавал. помню. Карнавал. И очень круто тогда это. И наши группы пели эти песни, ихние. И Барыкина это что-то всё- было сверху. Да. Ты вспомни, каждое воскресенье, по-моему, да, утренняя почта была? Воскресенье. Утренняя почта, день, это, день, ну, день, где утренняя почта раньше вот при Советском да, Союзе. да. Все ждали, с магнитофонами сидели, чтобы... А, допустим, записать какую-то новинку, да? Да, чтобы можно было там через неделю уже ее начать петь, там, неважно где, на Аккорды танцах, на свои, концертах, да. или там в ресторане, там, и так далее. Все Это у нас же было такое. Да. Ну, я же помню, у нас Леша Никитин был. А, ну он и сейчас есть. Да, но я имею в виду оператором. И он приносил эти записи, он как бы отвечал как бы за это. Виктор Бородаев, ну, к сожалению, он умер после вот, спасения Чернобыля, вот это все. Он чернобылец, скажем. Да, вот, к сожалению. Вот он тоже приносил эти записи, старались записать, магнитофон у кого-то были, и записать. И мы, допустим, уже на следующей неделе уже это разбирали эту песню, учили и начинали играть. Ну это вот мы описали. Илья Петровский, значит, 23-го концерт у него, Да. это в Липках. Да, 24-го у нас. А 24 в Октябрьском у нас получается Это поселок, День что ли? матери, посвященный концерт День матери, где будут выступать уже артисты, ну, скажем так, с разных городов. С Киреевска, с Приупского. Из Приупского кто? Из Приупского Чуйкин будет. Я что-то как-то это туманно. Ну, вот честно говоря, я тоже не знаю. Туманно. Да, вот, потому что я, допустим, знаю Сашу Хорохоркина из Приупского. А ну этого я знаю. Да, он я еще знаю был, да, Ольгу Чуйкину, замечательная певица. да, да. Вот, буквально вчера у меня была с ней беседа по поводу ее творчества. Вот. Поэтому, Саша Попов будет, кстати, с Киреевска. Да, Да, мой друг. вы трое, друг, Я да? буду рядом. Ну, Это если- наш да, общий друг. общий друг. Вот. Кстати, хоть он отлынивает, он писал стихи замечательно. Вот я сейчас, допустим, периодически в блоге выставляю. Да. Это то, что группа есть у тебя в Одноклассниках, или Ну то, что да, я но мы сейчас ставлю? не об этом, не будем ее рекламировать, как бы группу. Мы сейчас Ну, а на какая Марка реклама? Лайф вообще. Вот, поэтому мы, опять же, мы сотрудничаем. Ну, это Вместе, да. да, у нас как бы общие интересы, общие видения, и мы друг друга дополняем. Вот. И поэтому мне как бы интересно общаться и работать, и что-то познавать. Потому что, допустим, если мы начинающие, там, Ну, блогеры. не, но блогеры, оно тоже все относительно. Нет, Может, меня завтра закроют и все. Нет, все правильно. А опять же, вот, допустим, не успели начать, уже есть какие-то, допустим, конфликты. Я не буду сейчас озвучивать конфликты, но это нормально. Еще Нет, Володя подожди. Корнев говорил, это из группы Виза, замечательный музыкант, вот. Он говорил, конфликт это всегда хорошо. Значит, люди читают, смотрят, анализируют, спорят,
хорошо или плохо. К сожалению, сейчас почему-то люди закрылись с точки зрения, ну, я имею в виду даже по Киреевску, по Люберцам, потому что я в Люберцах нахожусь, да, я же в Люберцах, и зарегистрирован я в Люберцах, да, и живу там. Вот. К сожалению, люди больше пишут в личку, обсуждают, что плохо, что хорошо, что спасибо, потому что... Зашугали? Да нет, не зашугали, просто, ну, людям, может быть, не совсем интересно. Вот, потому что столько информации, они уже личностные отношения высказывают, пишут, допустим, ну, тут надо поправить, да, или там, ой, какие вы молодцы, классно, мы как будто на море там побывали, ну, к примеру, да, как Да, бы. да. Вот, Сашу, допустим, вот недавно выставили со стихами, вот, как бы в свое время. Это молодой такой. Да, стихи. Он постригся как раз так же. Да, он набрал просмотр, отзывы там прям за короткое время. Значит, это тоже творчество у него как бы идет. Ну, это, мне кажется, это мое мнение. Эхо. Эхо, но оно может быть эхо, допустим, что мы в этом, допустим, несем. Мы хотим, чтобы он был не однобоким, как сейчас он, допустим, он певец, все. А поговорить со зрителем. То есть создать программу, вот эту, да, он делает сольники, он выходит там, ну, как бы песня за песней, пообщаться с людьми, завести их. Вот тот раз мы ездили, у него был в Октябрьском сольник, когда он приглашал в гости как раз вот Инну Зуйкову. Вот. Мы отработали, ну, Инну Зуйкову имеется в виду, зашли в зал, где вот вы с Петровским общаетесь про лавочки. Вот. Бывает. Да, что будут. Там лавочек не было. Мы давай плясать, там заводить, народ уже разворачивается, типа, о, тоже. И народ начал заводиться, и Сашка сразу ожил тоже, то немножко как бы вот, может быть, стесняется там чуть-чуть, да, как бы. Но они все стесняются. Да, и начал он такой, прям сразу другой ракурс. Поэтому где-то стихи рассказал, где-то это очень интересно, когда идет... Но он же не профессионал, он работает, Нет, не работает. Нет, понятно, они все любители. Ну, Он по большому счету и Петровский, они любители. Вот, но чем отличает Петровский, он еще и работает, правильно? Нет, как профессионал. он теперь где работает? Как я знаю, он уволился. Ну, в сентябре или в октябре из ДК из Нет, нашего. ну я имею в виду, он же работает, я не знаю, правильно скажу, там, вот кафе или что это там? Я не могу. Нет, я не могу этого сказать. Но в нашей бытности, вот когда я работал в ресторане, вот Березка был в Киреевске, сейчас его нет, а сейчас там магазин. Вот, мы были профессиональными исполнителями, получается, и мы платили налог, ну, ресторан. Ресторан налог на песни отчислял в Союз композиторов. Я дискотеку во дворце вел, я посмотрел ведомости, 84-85 год, 87-й, не буду я врать, 88-й, меня там нету. Вот именно, давай 84-85, нет у меня ведомости. Может быть, там еще отдельные какие-то нет. От перед пенсии хочется, знаешь, там кусочек, там кусочек. Я же работал, платил деньги. Там мне даже, скажу по-другому, 38 рублей, и мне 35 платили. А 3 рубля знаешь, за что мне забрали? За бездетность. Время было другое, сейчас немножко другое. Если бы было это время, наверное, бы ты сейчас получал бы дивиденд от всего вот этого. Так как ты платил тоже как бы дивиденды Союзу композиторов, чьи-то произведения выставлял как бы на обозрение, правильно? Ну там, наверное, 80% иностранного было и 20% наших. А не важно, они сейчас, насколько я понимаю, и на иностранные, как ты говоришь, и рекламу ставят сразу, если, допустим, да, авторские права. Как бы. Значит, ну, некоторые блокируют. Мне YouTube очень сильно бьет. Юр, я за то, чтобы люди создавали продукт, который они сами делают, а не то, что, допустим, вот даже кавер. Ну, по большому счету, Юр, вот сейчас в современной жизни это уже никому не нужно. По большому счету, нужно создавать. Вот почему бы, допустим, вот Илье Петровскому вот, и следующий этап не начать создавать уже имя с точки зрения
Ну, у нас даже в Киреевске есть композитор, с которым можно поработать. Он же музыкант профессиональный. Он, насколько я знаю, закончил он по классу баяна, музучилище Тульское. Но у него Мне недавно, высшее образование. мне недавно рассказали. Вот. Потому что я-то, в принципе, даже не знаком с ним. Я Кем? просто знаю, что он... С кем не знаком? С Ильей Петровским, лично. Да ладно. Да. Да ладно. Да, мы не знакомы с ним. Мы только вот в интернете, и я знаю, что вот он друг моего сына. Все. Ну Да. Сын у тебя вот лежит. все. Да. Мы не пересекались, ну потому что я как бы мало бываю в Киреевске, поэтому все это происходит. Поэтому следующий этап. У него, кстати, тут мы забыли с тобой сказать, у него классная подтанцовка. Надежда это Вершинина и Вершинина, коллектив, да. да. Она, когда была, ну, в те года, да, Это вот, когда такие? Лохматые? ну, да, 82-й год, кстати. Да куда же Ой, это? или 92-й, Подожди. Ты что-то это загнул. 92-й, 92-й. 92-й. Но я эти Вот в года не парке помню. 92-й у меня выступление. Ну ладно, мы можем ошибиться. Вот Надежда Вершинина начинала только свои шаги танцевальные, когда вот она у меня танцевала в парке. И, Стоп, и в у Москве. тебя это как? Ну, когда- Подтанцовка? Да, Ты пел? да, они это танцевали. Я вот этого даже не помню. Вот если фотографии есть, это видео. А я выставил, вот если, допустим, в группу сейчас, не в группу, а зайти, в группу, да, в группе я выставил фотографию, там и год написан, наш парк, вот, мы отрепетировали несколько вещей, я ездил с Москвы, мы репетировали во дворце Горняков, в танцевальном зале вот на первом этаже, вот, где мы, ну, рядом с мужским туалетом, скажем так, Это- кто не знает. Ну вот как заходишь, прям сразу первая дверь, Ну это большой этот. Я даже не помню, что там всегда было. там зеркала были, и мы там разучивали и сочиняли танец. Сами, вот у меня было две девочки, Но тогда интернета не было. не было, конечно, мы, девчонки придумывали, как бы я, допустим, оценил, и мы в совокупности, немножко я с ними там подтанцовывал, насколько мог, вот. И потом, вот видишь, вот Надежда в такого человека выросла, коллектив у нее там постоянно какие-то там места занимает, молодцы. Ну Илья она Петров. приглашает, я ездил, но мне нравится, когда она в Курск ездит. Вот. И с Илья Петровским вот эти подтанцовку, ну классно, молодцы. То есть это уже вторая группа сюрпризов. То есть как и старая или уже выпустились Но я, девчонки, честно которые говоря, я не были. знаю, там Нет, первая, нет, вторая. это средняя группа уже на старшую перешло. Потому что я уже детей, знаешь, как привыкаешь к одним. Очень тяжело это вот переносить, когда дети вырастают, уходят, их не видишь. Да, плюс он молодец, он приглашает. Я смотрю, то с одной там девочкой он выступает, то с другой, я имею в виду уже певицами. Вот Ну, я их тоже сравнение. не- я тоже- Каспер, я же выставлял эти концерты. Нет, я знаю. В принципе, ну что я могу сказать, вот, если по-честному, По чесноку. девочки здесь сильнее, как вокалистки. Их много, хороших. Я вот на день Победы, наверное, концерт был в парке. Да, Да. да. Я вообще, вот, ну, я в основном в интернете смотрю, да, вот. ты Мои просто- видео, Да, да. твои видео. Вот. Столько девчонок поющих. И поют тут достаточно профессионально, Даже то так. есть с сильными голосами, поставленными. Вот. Мальчики послабее. Вот честно говорю, я бы выделил, наверное, только вот, как певца, только Петровского. Петровский все. Да. Он, наверное, все-таки на первом месте. Поэтому у него и концерты, и сборы вот эти. Не, ну вот последний концерт, это то, что я вот слышал, я же снимаю, я же монтирую эти Ну, видео, понятно, там, подгоняю там, ну бывает косяки, это, кто скажет, ну, что на это рабочий концерт момент. чисто Ну, никогда это не же бывает. Ну, это рабочий момент. Моменты, там бывает, что-то чуть-чуть затянулось или еще чуть стол поднесли, ну, вырезаешь это из видео.
у него начал голос играть, когда он петь. Поет и голос играет, он переживает эту песню. Вот о папе это вообще там, когда он выпустил, это 16 тысяч просмотров. Я могу сказать одно, что любой музыкант, независимо, если он певец или он там гитарист, если он не ну, если, допустим, так буквально, вот гитарист, если он не пропустил через пальцы, если вот по кругу не прошло через сердце, через внутреннее содержание, осознание и не пришло обратно, это голая музыка, она ни о чем. Ну, да, технично, но не воспринимается вот людьми. Вот это главное. Ну, вот, и он растет, он как бы, опять же, он понимает, что людям что-то начинает нравиться вот, по-настоящему. И он уже на этой как бы эйфории, он начинает додумывать уже, он уже начинает расковываться, и он начинает уже изливать из себя вот это все. Ладно, Петровский что-то слишком много у нас сегодня. Ну, ничего страшного. Ну, вот Петровский, не буду я брать еще кого-то, возьмем Елизарову Татьяну. Мне очень она нравится, она у меня звезда Ютуба. У ней там за 40 тысяч просмотров одна песня идет. Вот в чем. И мне нравится, у ней что-то новенькое, я говорю, Таня, концерт будет там, этот. Я вот ее, скажу честно, не снимал. Хорошо. А почему нету, допустим, сольника? Или есть? Ну, она, во-первых, работает, это ее увлечение. Это не профессиональное, это увлечение, она поет. Насколько я понимаю, у нее большой репертуар. Ну, очень. И, в принципе, и песни очень хорошие. Да, и в принципе, и CC Cage, и Modern Talking. Да, если, допустим, расставить, допустим, сценарий, расставить, даже без танцовок, скажем так, расставить репертуар там, с нарастающей или наоборот, ну, там, с убывающей, ну, как, все зависит от репертуара, то она что же может выступить? А может быть, правда, Татьяна, тебе уже пора. А почему нет-то? Вот, хотя бы это, взять Октябрьский, подготовиться, Конечно, это. Конечно. Но, Тем более база Илья Петровский поможет. Ну да. Ну вот он, аппаратуру вот он, есть. он 23-го работает, все равно возвращаемся к Илье. Он 23-го работает, ночью привезет аппаратуру, на следующий день все это высыпет, и 24-го а 24-го еще будет там... Я приеду снимать, и там буду снимать их. Да. Ну а 24-го что у нас? Ну, это праздник День Матери, как бы сборный концерт. Светлана Бабина, правильно? Ну, это кто там сейчас директор? Да, она вот, собирает сейчас... Что-то я вот смотрю на Светлану Бабину, что-то она со всеми язык находит. Со всеми такими. Со мной нашла там с этим Сашей Поповым, который нет, не хочу, этот капризничает. Инна Зуйкова, с тобой нашла как-то язык. Ну, со мной она меня знает, ну, с ее, конечно, вот такого возраста. Когда она вот такая? Ну, она, конечно, побольше была. Группа, блин. Криминал, что ли, как тут забыл. Что-то круто закручено. Да, вот. Они ходили ко мне заниматься, писали музыку, писали музыку. И мы там занимались аранжировкой их песен. К сожалению, это было где-то в 90-х. Я со временем, конечно, уехал уже в Москву, как бы пытаться как бы реализовать себя. Да, реализоваться уже с точки зрения, наверное, на большем каком-то уровне. Вот. И так как у меня была группа «Сеанс», вот, с ребятами я занимался, тоже вот выставляли, и ты вот выставлял их на YouTube, Work Life, группа «Сеанс». Вот как раз резонансный потом обзор 20+, обзор про сеансы. Выставлял, я тебе прислал материал. Материал, материал, потому что мы отсняли, как бы смонтировали, и как бы, так как мы в обойме, сразу. Да, ты как ну, интересно, ты принял. Ну, там... Тем более я всех знаю лично. Да. Вот, ребят, но опять же, вот, наверное, первое видео, которое неоднозначный произвел эффект.
Кому-то не понравилось с точки зрения музыки шуршание листвы. А на мой взгляд, нельзя шаблонами не надо. Потому что продвигаются люди те, хоть в музыке, хоть в кулинарии. Вот, допустим, я не знаю, в картошку изюм положили, если этим людям понравилось, это уже шедевр. Ну, я образно говорю. Даже так. А те, которые повторяют чего-то, ну, допустим, вот Леся песня, это же Леся песня. А если ты его просто перепел, даже если хорошо перепел, Ну, ты же не стал Леся песней. Согласен. Вот. Я вот смотри, написано это Гламландия ТВ. Боже, ребята, какая понятная тема. Мы на одной волне. Ну да, веселые ребята. Я смотрю вас обязательно. Вот. Бывает это Ну, прямые трансляции, когда я дома. Да, следи. Сейчас будем отвечать. И у нас Ника ТВ, супер. Мгм. Так что, давай, вот Дальше, эти, да? да, Дальше. 30 ноября. Я, честно говоря, могу сейчас ошибиться. Наверное, 30 ноября, опять же, Светлана Бабина. Обратно она, что-то она... Да, это, она планирует, может, я, конечно, тайну высказываю, Да. надеюсь, не обидится. Вот, но это, опять же, это все, люди должны знать, что 30-го, возможно, будет этот концерт. Вот, Мы не допустим, будем говорить, где он или что-то. Это, пока пусть этот в Да, тишине пройдет. да, скоро будет афиша, сейчас 23-й пройдет, и 24-й будет новая афиша, обзоры, просто следите вот, за Октябрьским ДК. Там Слушай, уже... я вот не могу понять, вот честно, Давай. вот хоть убей меня. Мгм. Вот Октябрьский, там Липки, Бородино, что-то гремят так, что-то этот. А вот наш Киреевский, РДК, что-то вообще прям, у них там что-то делается, а она тишина как вакуумная такая. Ну, что я могу сказать? Я не буду я как бы Я ничего не плохого говорить, Да. потому что дело в том, что я не знаю, допустим, да, 9 мая, насколько я понимаю, Головин Шроль, про отдел культуры во главе с, опять же, дворцом Горняков, не знаю, как сейчас он правильно называется, но, вот, они провели 9 мая, да? Культура и спорта. Ну, да, наверное, так. Ну, великолепный был концерт. Я даже, я еще раз 9 говорю, мая, я не был. Наверное. ты не был, потому что я тебе же звонил, ты говоришь, я еду с какого-то мероприятия, то ли в Дедолово ты был, то ли где-то, куда ты ездил на съемки. Ты говоришь, ты ушел уже? Я говорю, да, я ушел. Я говорю, мы с тобой созванивались. Нет, где-то я был. Но я, На съемках. давай скажем так, проигнорировал это. Нет. Ну, я не знаю. Нет, я снимал днем. Нет, а это было вечером. Ну, я снимал днем, а на вечер мы уже уехали. Потому что я не успел прийти, насколько я понял, был свободный микрофон. Сейчас модный свободный микрофон. Что, Хоть, на на 9-го? хоть на Куликовке, вот где мы с тобой были. Ой, вот это совсем шикарное. На следующий год мы обязательно поедем. Мы там с снимем ночевкой. с ночевкой, с машинами, с подсветками. Да. Сделаем клип. Да. Татьяна уже сценарий пишет. Ну, она просит помощи, чтобы мы как бы подтянулись тоже. Не, ну мы подтянемся на машинах, этот Нет, обратно. я имею в Этот. виду- Если побольше народу будет, Нет, еще просто лучше. сейчас будет. сценарий создать для того, чтобы костюмы там какие-то, чего-то, вот это все. Я об этом думал, просто немножко не хватает времени. Вот когда, допустим, свободный человек, художник, да, Ну. а тут, допустим, вот у меня сегодня, допустим, ладно, выдам тайну, вот, у меня сегодня Селан Мэн спрашивает, а кто такой Горин, Яромир? Я говорю, Свет, это я. А тебе это зачем? И я говорю, мы сейчас готовим проект другой, совсем другой. Я говорю, вот это будет как бы уже имя. Вот, и от этого будем отталкиваться. Там нет Владимира Псевдоним. Мусатова, нет Зуйкова, а будет, допустим, там, Другое что. да, да. Не, ну я тоже, вот я не скрываю, я и был и Варка, и там этот, ну менял все это. Вот. А почему нет? Просто это поиски. Это не то, что там вот, больше лайков или там больше Нет, просмотров. нет. Дело не в- Больше лайков я получаю под своим именем. Да, дело не в лайках и не это. Если людям нравится, они могут просто посмотреть, насладиться и не удосужиться лайк поставить. Это еще ни о чем не говорит.
тогда скажем по-другому. А ты когда ставишь лайк? Я, м, я, честно говоря, вот у меня две позиции, тоже выдам тайну. Вот я смотрю, допустим, исполнителя, если мы говорим сейчас о музыке, да, исполнителя, если, допустим, я считаю, ну, опять же, это мое личное мнение, это, я никого не призываю также об этом исполнителе думать. Если я считаю, что он не даже в любительском, он не профессионал, да, с точки зрения неаккуратно там что-то спел, да, не ту мелодию там, или еще что-нибудь такое, да, я как бы просто делюсь этим видео и все. То есть я посмотрел и поставил. Если меня захватило, вот, допустим, Илья Петровский спел посвящение отцу. Ну это шикарная песня. Да. Вот честно говоря, я ему тоже много не ставлю лайков. Вот. Но если я смотрю, все качественно. Я, конечно, поддержу человека. Знаю я его, не знаю. Надо вас познакомить конкретно. Но я думаю, что 24-го мы все равно увидимся. Да. Я думаю, что он будет работать. А мы планируем все-таки сделать этот. Прямую трансляцию мне не удастся сделать, потому что там все-таки здание старое, тяжелое, ну я имею в виду стены Ну, толстые, да. Ну, вот. 4G не пробьет, а снять на камеру мы можем поговорить и даже, давай скажу так, 23-го я поеду в Липки, я постараюсь взять интервью у людей после концерта, Все что правильно. они. Будет прямая трансляция кусочками, потому что, понимаешь, когда люди начинают там, Юр, там вот это, я говорю, ребят, у меня не 7 пядей во лбу, я не могу снимать, фотографировать профессионально, снимать на телефон и в это же время передавать это на YouTube. Почему я тебе тоже сказал, Юр, ну как бы свое мнение, да? Надо, наверное, подтягивать людей, соратников. Вот, допустим, да, ты нас не подтягивал, мы сами пришли к тебе. Вот. И как бы, потому что у нас, ну, у вас пока, у нас нет задач какой-то. У нас в рамках одноклассников группа, все остальное вот на YouTube, это все тебе. Материал отослали, ты посмотрел, дал отзывы, говоришь, я выставляю, нет, все, как бы мы его дорабатываем и так далее. Если, допустим, мы где-то сами тоже как бы ошиблись, мы иногда там даже, сам знаешь, просим, Юр, давай мы вот это сейчас и удалим, а мы переработаем, потому что оборудование тоже, ты же правильно говоришь, оборудования не хватает, но и мастерства не хватает иногда. Авторское право, это, наверное, на первом. Ну, Я вам сказал, я говорю, на YouTube есть специальный этот, выбирайте оттуда музыку. Нет, там ничего интересного вот так вот по большому счету нету. Вот Ну, заставки, он, если там заставки, чуть, да. заставки Но ты же потихоньку. видишь, у нас материал, допустим, мы отсняли, допустим, осень. Нам вот хорошо, мы сейчас в Москве были, мы встретили Григорьева. Вот, я выставлял в группе. Вот. Но он в Ютубе так есть, мы в Ютуб не пошли с ним. Вот. Но мы его встретили в метро. Знаешь, идем в метро. Он То есть он здесь- педагог, он исполнитель, он композитор по классу гитары. Вот, мы спросили разрешение, он говорит, пожалуйста, берите мою музыку, подкладывайте, я не против. Понимаешь? Вот и все. Не, ну не против, но авторское право YouTube выставляет по-другому. Правильно. Но он, я так понимаю, когда мы спрашиваем, мы имеем в виду, к нам будет претензии с точки зрения авторского права. Тебе YouTube, если зарегистрирован, он обязательно предъявит. У меня, давай вот так скажу, история произошла тоже этот. У нас Масса Фанк, я работал в интернете в нашем, ну, киреевском. Масса Фанк, это руководитель Виталий Михайлович Степанов. Они с детьми ездили на новогодний, там РТР, наверное, снимал телевидение. Выступали дети для детей-сирот. Ну, а наши дети, ну как тебе сказать, не все же могут попасть вот на эту передачу. Я нашел, вырезал это, ставил, там материал был на сайте, на ихнем уже интерната. Но видео-то осталось-то у меня, и мне вот недавно, как Харалов Аркадий Дмитриевич,
Ну, предъявили мне этот, мне пришлось писать письмо наверное, ему. Нет, я писал, я говорю честно, написал ему, я говорю, извините, я это 2013 год это был. Я делал это для детей и забыл, что это просто вот про... Потому что дети не всегда могут посмотреть. Ну да, и сходить на концерт. Да, а вот, примерно, на своем сайте они могут это все-таки посмотреть, и этот, Ну, вот да. этот вот клип. Так получилось, я сказал, я говорю, удалю, но я не стал удалять этот клип, я удалил звук, поставил музыку с YouTube, ну там бесплатно есть. Ну, Но я выполнил то, что смысл того, что картинка, преемственность поколений, называется так вот как-то, чтобы дети, архив был, вот хотя бы группа Массафан танцующая, она везде, где только и в Европе выступала, чтобы посмотрели, вот они, дети танцуют, это 6 лет прошло, они уже выросли, вышли. ну, опять же, я вот одного я не понимаю. Ну хорошо, допустим, ты взял Хоралова. Ну, допустим. Да это не я брал, я вырезал, Нет, я нет, совсем нет, брал. ну вырезал, ставил. Ну что? Ну зачем ругать? Зачем? Нет, а он просто Нет, идею вырезать. Нет, ну ставьте рекламу на это и все. И зарабатывайте деньги. Это, я даже в эту политику не хочу лезть. Понимаешь, вот у меня тоже там очень, этот, я снимал, был в Москве, снимал артиста, не буду озвучивать, просто не хочу, чтобы там сказали или пиарить на нем, просто снял. Этот клип у меня передрали с Ютуба, вырезали мои вставки, ну где я вот свое про У это. тебя зарегистрированы они? Кто? Но они по это, они проходят уже все. Они зарегистрированы, как каждый То есть, клип. как ты выставил, уже зарегистрирован. Да, он имеет свою То вот есть, иными идею. словами, то, что вот, Да. я А тебе это- присылаю, ты выставляешь, и они уже зарегистрированы. Да, они на ютубе, ему уже этот. И он То есть, вырезает. твое авторское право. Ну, песня не моя. Нет, мое нет, я видео. имею в виду только. видео. Да. Вот наш материал совместный. Но там очень на ютубе, ребят, вы простите меня, я вот читаю, мне последнее время, и вам, же, кто, ну, монетизацию прошел, очень тяжело это. Во-первых, это приходит на английском языке. Если даже включаешь перевод, перевод по-другому чуть-чуть, там полностью текст переходишь. Он переходит на английскую версию. Это тоже тяжело. Приходится в Google, обратно, вот видишь рекламу, Google Chrome, он переводит автоматом там у них. И читаешь это, понимаешь, мы по-русски чуть-чуть по-другому у нас этот идет. Там некоторые слова двухзначные для меня. И вот когда я читаю, во-первых, авторское право YouTube выставляет англоязычное. Включаешь титры. Титры идут, но они не дают полного понятия того, что у нас, они... у нас разное мышление, разная подача. Да. И вот сказать, я вот, да, я не имею права там на эту песню, но я снял, примерно, на телефон это. Выставил на YouTube, другой блогер вырезает мое видео, чуть-чуть вырезает и ставит, и выдает за свое. Я говорю, ну, как там, нет, а это, знаешь, как-то безразлично. Мне тоже YouTube очень сильно бьет так, чуть-чуть постоянно показывает направление куда. Так, ладно, куда мы идем дальше? Мы идем 30-го... 21 декабря. 21 декабря. Хотим попробовать уже авторскую. Инны. Да, Инна Зуйкова. Вот, с концертом. И ее друзья. Будут друзья, которые тоже будут выступать. Это секрет? Ну, могу сказать одного человека точно, второй как бы тоже дал добро, но как бы пока еще, ну, как бы 50-50, да? 50. Это значит Владимир Зуйков будет. Осторожно, упадет. Моя грамота почетная. Не трогай, не трогай ее. Это моя почетная грамота. Ага. Это с прошлой работы. Ну, расслабился, короче. Да, да. Но приятно все равно. От кофе. Кофе. Это, Марку мы не говорим. да. Кофе. А ты не знаешь? А, нельзя, да? Нет, нет, нет. Хорошо. А я даже не знаю, какой кофе. И слава богу. Вкусные. Купили за свои деньги и пьем.
Вот. Значит, Владимир Жуйков будет автор, исполнитель бардовской песни. Вот я постоянно от Саши это слышу, Бард этот, но я его ни разу не слышал. И вживую, и в записи даже. Ну, они базировались, по-моему, если не ошибаюсь, созвучие клуб был в свое время. Куда литературно-авторское бардовское направление. Это все у нас в городе. Да. Они базировались сперва РДК, я по-старому говорю, да? Да. РДК Горняков. Горьком. Горьком, да. Районный Да, дом. Горьком, правильно ты говоришь. Вот. Потом, через какое-то время, насколько я понимаю, они в Горняков переходили. Но тяжелые времена были, и ну, вот, это вот 90-е вот эти, да, там, когда авторское направление, ну, в Киреевске, во всяком случае, почему-то распалось. Туда входил и Инна, туда входил и Зуйков Владимир, Глаз. Владимир Степанович. Да, Владимир Степанович, тоже мой друг, он в свое время для Визы писал стихи, и для меня писал вот, стихи на песни. Вот, очень талантливый человек. Вот. Кто у нас? Саша Попов у нас входил туда, в эту. Это, наверное, первые его шаги уже в исполнительстве песен. До этого он был автор стихов. Кто? Саша Попов. Правда, что ли? Да. Да ладно. Да, Я, вот. Саша, он у меня сегодня был в гостях. Говорит, я говорю, Саш, ты извини, у меня здесь чуть-чуть бардак. Ну, я имею в виду в доме бардак. Я раскрываю тайну. Скоро я спрыгну с этой темы, с этой квартиры. Но очень интересно, что ждут Вот. людей? Значит, Или ждет людей программу 21-го? решили сделать достаточно легкую с точки зрения сказки для взрослых. Но не, это как бы имеется... Даже не знаю. Да, сказки это вот то, что ведь взрослые, они же те же дети, они же тоже хотят вот этой красоты, природу, про животных, про какие-то сказки из прошлого, которые не читают детям. Вот. И есть песни вот, в бардовском исполнении, есть песни, которые вот, будем исполнять. Есть Инины вещи, которые она написала, будет исполнять. Есть авторские песни, которые предоставили нам друзья. Вот. Потому что она же давно в этой обойме бардовского направления, вот это авторского сейчас называется, вот на Куликовке, например, вот это все авторская песня, объединили. Тот, кто пишет песни, это авторская песня. Барда немножко все равно это немножко другое. Барда это рупоры, что ли. Это рупоры восхождений, допустим, в горы. Ну, к примеру, да, вот как вот там Высоцкий, как кто у нас там еще помогает. Акуджава. А? Был такой Акуджава. Нет? Акуджава, правильно. Вот. Просто сразу это. Ну, я помню. Да. Это вот как вот кумиры бардовского Ну, да, направления, да, они как бы источники, от чего отталкиваться. Да я тебя сфотографировал со звездой. Очень красивая фотография. Там неизвестно, кто кому автограф давал. Вот. Вот на Куликовке, допустим, вот в этот раз, вот я просто смотрю, приезжают авторы. Они могут не только, ну, естественно, там в фонограмму никто не поет. Ну, живой звук. Там живой звук, там под гитару, ну да, кое-кто добавляет, может быть, где-то электронную музыку. Некоторые там с бас-гитарой выходят, там с барабанами. Но мне очень понравилось. Я первый раз был, на следующий год поеду обязательно, потому что, во-первых, атмосфера там совсем другая. Да, в этот раз... И знаменитости, они вот они ходят. Да, в этот раз Ирина Сурина там была гость. Это очень... Я понимаю, что, может быть, все-таки более узкий круг, потому что... Не, ну... Но она мировая певица. Вот.
То есть такой Она вот кантри, уровень. да, она кантри, кукуруза группа еще. Может быть, она и сейчас кукуруза группа, да, но вот, просто я не знаю. Она в группе кукуруза еще пела, скажем так, давно-давно. Но Вот. я ее все-таки не успел снять на видео, потому что уехал. У нас это ограничение Ну, было. хоть сфотографировал. Не, ну сфотографировал, фотография очень такая Я тебе фотоединичная. говорил, дама. пошли. Да? Ну, пошли, сфотографировал Вот я. ты молодец. Саров подключился, как бы, да. Потому что это все равно как бы обзор вот Да, этого там видео мероприятия. снимается, а я с фотоаппаратом ношусь. И постараемся отснять разнопланов с разных ракурсов. И вот это все потом составить, чтобы было, людям можно было показать. Вот тут про Куликовку. Да, может быть, это не совсем профессионально, но это самобытно. Ну, то, что показывает центральное, ну, наше телевидение, там ролик 2-3 минуты или 5 минут. Ну, так образно я тебе говорю. И мы попали в этот ролик. Наше телевидение снимало. Я тебе присылал Да, это да, такое. да. Я говорю, мы сидели и нас это засняли. Может, из-за того, что нас тоже там знают. Я не знаю, тогда мы здесь, ребят. Знаю. Поэтому вот. Так что как бы концерт будет бесплатный вот, для всех желающих. Владимир Жуйков. Вот. Ну вот это уже надо съездить посмотреть обязательно. А ты будешь? Нет, я нет. Я пока как бы а-ля директор. А-ля директор. Я вот хочу тебя, но я видел твои вот эти старые записи. Юр, понимаешь, я пришел к тому, что я, возможно, буду перепевать кавер. У меня есть репертуар, я с ними выступаю. Да, мало сейчас, но выступаю. У меня тоже там, конечно, не как у Ильи Петрушка, у него там, наверное, пару миллионов песен. Ну ладно. У меня поскромнее, ну, где-то 500, скажем так. Вот. То есть у меня есть 4 программы, которые конкретно, там, да, ну, допустим, по 33 вещи. Не, а мы увидим. Но это все, вот все наших, как бы, нашей молодости песни. Там, где клёр шумит, давай попробуем вернуть, для меня тебе прекрасней и так далее. Это интересно музыканты, посмотреть. это все, вот. Бывает, да. Но я пришел, я почему всем советую, ну, своим друзьям, не то, что там всем подать, ну, друзьям, что ну, пора, наверное, выходить уже на имя с точки зрения что-то петь свое, брать от композиторов. Но это денег стоит. Понимаешь, у нас есть в Киреевске люди, вот тот же Владимир Жуйков. Ну, он просто даст песни. Вот музыку тогда кто это сделает? А музыку, опять же, все-таки это многие пока любители здесь, да? Любительское мастерство, которые выступают в дворцах культуры. Достаточно нормальных клавиш. Опять же, у нас в Киреевске есть люди, которые могут помочь записать. Вот я на Юрмалу ездил, я попросил Сашу Хорохоркина. Он пришел в группу Виза и все сделал. Пока я там мотался на прослушках, на Московск ездил, потому что после телевидения меня предложили съездить на Юрмалу в Ростов. И вот они записали мне минусовку «Мама» песня. Вот. Я не знаком с твоим творчеством. А из Визы я скоро выпущу музыкальную, как бы, ну, наверное, блок с песней на стихи Высоцкого. У нас же в Визе была песня на стихи Высоцкого. Ладно, это мы обсудили. Теперь, почему ты вот, ну давай скажем, я создал, не хочу это хвастаться, у меня первый блог, ну, на YouTube, 2009 год, но я его так заныкал, и он там стоит, и это, потому что тогда, это в 2009 году, это смотрелось совсем по-другому, тогда и техника другая была, это. Ты почему не выходишь на YouTube? Вот ты вот. Как блогер? Да, как блогер, вот свои материалы полные. Почему вот создаешь и пошел? Я же смотрю YouTube, всегда проверяю, смотрю, когда начинает что-то. Я смотрю и примерно по манере съемки, обработки, я примерно понимаю, кто это делает.
пусть ты пошляр получать будешь. Нет, Ты ну, хочешь на мне, чтобы на ошибки, чтобы я... Но я все равно видео вот смотрю перед тем, что... Да, ну ты же директор там. Ну, директор это относительно того, что я просто выставляю на своей... Да. И, на втором ну, канале. возможно, это и будет. Почему, допустим, русскую... Вот, Нет, скажи, ты почему не регистрируешь, не делаешь на YouTube? Вот давай вот так, по прямой. Если скажешь, сначала на мне обкатываешь, или как это... Я скромный. Да ладно, перестань. Скромность, она украшает, но до такой степени. Ну, наверное, из-за того все-таки, что я не готов полностью посвятить этому. Это, скорее всего, хобби на данном этапе. Вот, то есть пойдет, опять не же, пойдет? Да, нет, не то, что пойдет, не пойдет. Юрий, я честно тебе говорю, у меня нет с точки зрения, вот я говорю, допустим, вот по этому ролику там 20 лет плюс группе сеанс, да? Ну. Через 20 лет, скажем, да? Да. Вот, ну там больше. Допустим, неоднозначно люди посмотрели, кому-то понравилось, кто-то, ой, как классно, вспомнили этих ребят, потому что все же, особенно киевские, это там, допустим, в Люберцах, там в Москве их никто не знает. И то они... Да их не знают, наверное, вот, рядом город. Да, и то, в втором году я их возил в Москву выступать. Ну, куда? В Лужники? Нет, конечно нет. Это Москва. Ну, ДК. Ну. ДК, там еще одна была группа, и они были как приглашенные. Их очень хорошо принимали. Кому интересно, могут опять в группе посмотреть, группа «Сеанс». А уже обзор, это я рассказывал, как все начиналось. Да, некоторым не понравилось, допустим, как сказал, зачем сказал, почему сказал. И даже из музыкантов, я даже удивился, в принципе, я ничего плохого не сказал, я наоборот о них... Слушай, сейчас нас тогда нашу вот эту прямую трансляцию тоже раздерут, там это вспомнил, конечно. это вспомнил. Ну, да я о некоторых даже вспоминать не хочу. Да, товарищи зрители, да? Да. Вот. Да ради бога, пишите, и не в личку нам, а пишите открытым текстом. Не понравилось, не понравилось, что не понравилось. Мы будем, вот я, к примеру, вы мне пишете в личку, да, я читаю. Если я согласен с вами, я как бы беру на вооружение и что-то меняю. Если я с вами не согласен, вот листва шумит, а я где ходил? В лесу. Для того, чтобы не так явно было, с точки зрения музыки, я подставил ту же запись сеанса. Давай я не буду озвучивать, кто тебе это сказал. У меня отношение к ней совсем, а она для меня... Нет, это не только. Нет, Юра, я к ней... У нас как бы конфликта нет, мы общаемся, мы пытаемся найти какую-то... Потому что у меня нет настроя с кем-то ругаться. Я люблю, пусть жесткое, но конструктивное. Допустим, вот листва шумит, да? Ну, допустим, мне сказал это один человек. А, допустим, те же 10 человек, есть разница. Я даже Все, не беру, я понятно, я даже не, этот человек. да, я даже не беру во внимание людей, которые там друзья, да, ну где-то там, о, молодец, классно и так далее, да. Я людей посторонних, которые там потихонечку у меня, допустим, в блоке, да, люди постоянно приходят, сами регистрируются, у меня открытый блог, пожалуйста, заходи. И это не то, что кого-то я приглашаю, а кто-то сам там приходит, от этих же друзей, кто хочет, приходит, кто-то меня блокирует, типа, достал, приходите в группу, понимаешь? Ну как-то вот так. Но я не приглашаю. Нет, я приглашаю. Нет, я приглашаю, допустим, я вижу, людям интересно. Я приглашаю. Опять же, с точки зрения нравится, они останутся. Не нравится, смотреть не будут. И у меня получается сейчас, у меня вот в Одноклассниках чуть больше друзей, чем в том же блоке. Почти вот, ну ладно, пусть 2/3 у меня вот от подписчиков в Одноклассниках у меня в группе. Ну, значит, что-то им интересно. Ну, на море посмотреть. У нас нету какого-то глобального. Мы даже... А с чего началось? Приехали мы
в Абхазию. На вас это южный воздух. Да. почти. Лежим на пляже. О, а давай привет Киреевску. И понеслось. И про музыкантов всех перечислить. Не всех, конечно, уж простите, есть еще много музыкантов. Но мы просто как бы те, кто могут приехать без группы, без всего. Вот как Илья Петровский. А я Он ему же сказал, я говорю, договаривайся, пиши на юг, вот сейчас. А что там есть? Да. Подписывай контракт примерно с мая по сентябрь. И едь туда и зарабатывай деньги. Да. И плюнь. Да. Едь. Летом все равно Если- здесь работы нет. А там люди ходят, слушают, опять же, как в ресторане, где он работает. Вот как вот исполнитель, где он там в кафе, ресторан, не знаю, как это правильно называется, где-то, да, по-моему, он работает. Нет, он Нет? не работает, нет. Нет? Нет. Ну, хорошо, не работает. Это может быть где-то когда-то. Я, наверное, перепутал. Это он в этом, в малом зале, там пластинки где висят. Все, да. Я точно. думаю, это какой-то, Да. там, типа ресторан. Нет. Это просто мероприятие. Да, мероприятие. А, Я выкладывал как раз эти Да, вот мероприятия. Я ему сказал, я говорю, пиши туда, я тебе сам сфотографирую, сам сделаю эти, как говорится, видео, отцифрую, подрежу этот. И всё. Да, а в принципе, зачем я это делать буду, если плейлист есть Есть. на ютубе? Пожалуйста, Да просмотры. нет, можно или ссылку, да, на Да, его и видео. смотри. Да. И это, если это же не обязательно в Абхазию, это есть и наше побережье, и Лоу там, и многие. Там тоже требуются музыканты. Кафе на Такого кафе. уровня. А? А у него Есть- свой звук, свой свет, все свое. И даже микрофоны свои. Да, но в этом трудности. Это надо как-то Перевозка. еще перевести, правильно? Это надо команду делать. Да, но опять же, насколько я понимаю, там, в принципе, опять как договоришься. Там у некоторых, вот я вижу, никого нет, аппаратура стоит. Стоит пульт, стоит обработка и стоит две хороших колонки. Там, начиная от маршалов и дальше. Хотя То есть маршал тоже- сарафанное радио, начнешь петь, люди придут, клиенты придут. Они в кафе по-любому придут, потому что музыка все равно звучит. Они по-любому. Но если ты еще заинтересуешь, а он поет, опять же, вот эти песни, наша молодость, которую вся страна все равно поет. Да. То есть он уже профессиональный Да, поет. он запоет, люди услышат, вот там он парень поет, для меня не прекраснее, или там, где клен шумит, или там музыкант. Ну это совсем. Я еще помню, Дудка пела этот. Я прям, у меня прям это мурашки по коже. Я еще вспоминаю это 83-й год. Сережка Дудку, вот он со мной работал в ресторане, вот, почему я хорошо тоже знаю, даже не по Меридиану поющему, да, вот он исполнял это. Но я лучше, допустим, в Киреевске никого не слышал. Это исполнение музыканта. Он еще так стоит, это бас-гитара, и колонка такая, и он такой. Да. А в ресторане он под гитару пел. Он же хорошо на гитаре играл. О. У него все вот эти все пассажи, он все там разучил. И обалденно эту песню мы не играли, он как раз вот просто это сольный номер в ресторане был у него. Но я не успел, Серега. У меня есть фотографии последние, предпоследние такие. Я был у них дома, но я Пришли мне, потому что я собираюсь делать обзор по группе Т. Надо Ольге Авиловой спросить разрешение, а так разрешение, сам Ну, понимаешь. Вот эти У нас фотографии. тоже выход и на нее есть, мы тоже можем. Не, без проблем, он с гитарой как раз. Я его спросил, я говорю, давай видео снимем, вот, ну, это он, Юр, сделаем и тихонько, ну, не наш. Наша судьба не в наших руках, а Божья. Потому что я хочу обзор этот сделать, даже нашел запись, вот, которую я записывал в ресторане. Как раз только клавиши серьезные появились. И у нас как бы все. Вот, и хочу вот подложить вот эту запись под видеообзор, рассказать про группу Темп. Темп группу многие знают на протяжении там, я не знаю,
десятилетий в разных составах под управлением Сергея Глебова. Коллектив работал, люди, Давай мест не было в ресторане. заканчивать. Давай. Ну и так я тебя вытащил этот. Ну да, я артачился долго. Вот. Так, Ну, это что, очень. так что это 21-го приходите, Это декабря. да, послушайте. Это для наших Да, киричан. послушайте авторскую Тем более, камеру. это будет бесплатно или платное? Бесплатно. Бесплатно. Да, бесплатно. Приходите, слушайте. Авторская Инны. Авторской Инны. Она будет исполнять и знаменитых композиторов, тоже авторские вещи, плюс стихи, опять же, и Иннина будут стихи, к ней придут гости, вот, Владимир Зуйков. И, Это отец. а? Отец? Да, это ее отец. Вот. И ладно, не будем ее пока раскрывать. Да? Это будет так. Тайна, 21 декабря. Да. Пока-пока. Большое всем спасибо. Мы набиваем руки. Вот честно хочу сказать, что для меня это очень тяжело идти. Настраивать здесь, этот, здесь такая обстановка, компьютеры прикрытые, уже все собирается в другое место. Да, смотрите, слушайте. Да. Мы любим вас. Мы вас всех любим. Я Пока-пока. хочу сказать, что я всех тоже смотрю. Смотрю всех. Сейчас я не могу пока показать, как я это смотрю. Но попозже я вам покажу. Не хочу удивлять, но вы удивитесь, что... Будьте здоровы. Да. Всем привет. Пока-пока.